Я уверен, что про Северный поток вы все слышали, но много вопросов остаются нераскрытыми. Почему США вводят санкции на Северный поток-2? Почему потоков 2? В чем же причина лояльности Германии к этому проекту? И зачем их вообще построили, если транзитных мощностей через Украину, Польшу и Беларусь и так достаточно? Про это все поговорим в видео. С вами канал Халиномика, и мы начинаем. Что же такое Северный поток-2? Северный поток-2 – это магистральный подводный трубопровод, который идет по дну Балтийского моря и пролегает от российского города Усть-Луга до немецкого города Грайфсвальд. Пропускная способность около 55 миллиардов метров кубических в год. Северный поток-2 почти в точь прокладывается по маршруту Северного потока-1. Цена проекта 9,5-9,9 миллиардов евро. Финансовыми инвесторами в проекте выступают как европейские компании, так и российский «Газпром». В основном по Северному потоку 2 будет транспортироваться газ из месторождений на полуострове Ямал, объем которых насчитывает около 4,9 триллиардов метров кубических газа, что примерно в 2 раза больше подтвержденных газовых запасов Европы. В проекте обозначено, что у Российской Федерации есть порядка 100 миллиардов метров кубических газа дополнительных мощностей в год, 55 из которых, вероятно, пойдут на Северный поток-2. При отключении украинского транзита нераспределенных мощностей будет гораздо больше. Северный поток-2 может создать 57 тысяч рабочих мест и принести порядка 4,7 миллиардов евро в бюджет европейских стран по линии строительства. Правда, это только те цифры, которые насчитал «Газпром». Если сравнивать с доставкой СПГ, Северный поток-2 может сохранить 8,9 миллионов тонн СО2 ежегодно. Кстати, про экологию. Северный поток-2 не экологичен? Что за бред? Это просто труба, и она никак не может повлиять на экологию. На самом деле это ошибочное суждение. В проектной документации газопровода прилагается отчет на 800 страниц про влияние проекта на экологию. Из него можно выделить группу проблем, к которым может привести эксплуатация трубопровода. Это локальные изменения подводных течений вследствие взаимодействия их с препятствием, которое равно диаметру трубопровода. Это теплообмен с окружающей средой. Трубопровод тоже охлаждается и иногда греется даже до 40 градусов Цельсия. Это выделение загрязняющих веществ из анодов трубопровода, например, алюминия, цинка и связанными с ними микроэлементов. На самом деле, факторов влияния на экологию хватит на отдельное видео, и многие из них в отчете не упомянуты. Например, особое внимание следует уделить выбросам метана при ремонтных работах и утечках в газопроводе. Под водой такие утечки гораздо сложнее устранить. А также не стоит забывать про то, какой вред экологии приходится на наземную часть трубопровода. «Газпром» — это очень грязная компания. На анимации мы можем четко видеть, как начиная с 1992 года по 2017 «Газпром» стал третьей энергетической компанией в мире по выбросам СО2 и метана. Покупая газ у «Газпрома», Европа фактически нивелирует все принятые климатические декларации. Чтобы быть достаточно объективным, скажу, что на самом деле мы знаем слишком мало про экологию и не можем полностью оценить, как то или иное наше действие повлияет на биосистемы. Скажу только, что экология – это не самый сильный аргумент в вопросе Северного потока-2. А теперь давайте разберемся, зачем Европе Северный поток-2. Если вы смотрели мое прошлое видео про энергетику Афганистана, то помните, что Афганистан импортирует порядка 70% электроэнергии из соседних стран. Тогда я назвал это недопустимой зависимостью для страны. Но неожиданным открытием для меня стал газовый рынок Европейского Союза. Более 70% всего газа Европейский Союз импортирует, большая часть которого приходится из РФ. Вообще, для Европы есть 5 основных источников импорта газа. Это собственная добыча, в основном из Нидерландов. Это импорт из Норвегии, импорт из Северной Африки, а именно из Алжира и Ливии, импорт из Российской Федерации, а также американский или азийский СПГ, то есть сжиженный газ. Общеевропейское потребление газа составляет около 400 миллиардов метров кубических в год. Это по состоянию на 2020 год. Рост или уменьшение потребления газа просматривается на фоне изменений климатических условий и увеличения доли зеленой энергетики в энергетическом миксе Европы. Итого, Европа импортирует значительные объемы своего газа. Текущая пропускная способность всех газовых магистралей из Российской Федерации в Европу составляет 276 миллиардов метров кубических, не считая Северный поток-2, из которых 146 миллиардов метров кубических приходится на ГТС Украины, 5 миллиардов напрямую в Финляндию, 55 миллиардов Северный поток-1, 39 по направлению Ямал-Европа через Беларусь и Польшу, по которому, кстати, текущий контракт с Российской Федерацией заканчивается в 2023 году.
году. 16 миллиардов метров кубических – это голубой поток в Турцию, 15 миллиардов метров кубических – магистраль «Северные огни», исключительно в Литву и Польшу. Ну и не стоит забывать сам Северный поток-2 в объеме 55 миллиардов метров кубических газа. Как мы видим, с технической точки зрения, у России достаточно транзитных мощностей и без Северного потока для удовлетворения потребностей европейского рынка. Как и достаточно причин посмотреть другие ролики про энергетику на этом канале. Особенно не забудьте посмотреть ролик про энергетику Афганистана. А мы продолжаем. Очень часто в СМИ говорят про несоответствие Северного потока-2 европейскому законодательству. Давайте разберемся. На текущий момент в Европе действует третий энергопакет – законодательство Евросоюза по либерализации газового и электрического рынков, принятое Советом ЕС и Европарламентом и вступившее в силу в 2009 году. Ключевым аспектом данного пакета директив и регламентов является ограничение монополии поставщиков газа и электричества. Теперь отдельная компания владеет самим газопроводом и отдельная компания является поставщиком. В случае с Северным потоком-2 дочерняя компания Газпрома Nord Stream 2 AG пытается доказать через суды, что она является полностью независимой компанией. Ну, или в другом варианте освободить себя от необходимости выполнять часть условий газовой директивы в качестве офшорного газопровода. Процесс анбандлинга является ключевым при сертификации Северного потока-2. Неукоснительное применение третьего энергопакета может либо заблокировать Северный поток-2, либо вынудить к существенным изменениям в его эксплуатации и владении таким образом, чтобы ограничить влияние Кремля. Но, как мы дальше поговорим в этом видео, позиция Европейского Союза может резко измениться, если наступит дефицит. После подписания оборонного бюджета США и введения первых санкций на Северный поток-2 в 2019 году свое несогласие высказали Германия, Франция, Швейцария, Дания, Нидерланды, Великобритания, Швеция, Финляндия, Норвегия и Австрия. По этому признаку можно четко разделить страны Европы на два лагеря. Те, кому выгодно, и тем, кому невыгодно строительство Северного потока-2. Для Польши и Украины это явная потеря доходов от транзита газа. В случае Украины это 2-3 миллиарда долларов ежегодно. Германия крайне заинтересована в Северном потоке-2. Строительство этого газопровода сделает ее главным газовым трейдером в Европе и усилит влияние в регионе. Большинство политических партий Германии выступают за Северный поток-2. Против только зеленые, которые обеспокоены влиянием Северного потока-2 на экологию. Австрия в этом процессе главный партнер Германии. Они планируют сделать самый большой газовый хаб в Европе на территориях этих двух стран. Для Франции вопрос строительства Северного потока-2 несет исключительно политический характер. Поддерживая Германию и Российскую Федерацию в этом вопросе, Франция преследует цель нормализации отношений, создания бизнес-среды для выхода из структурного кризиса в ЕС, а также создание отдельного от США геополитического центра влияния под патронатом Франции и Германии. Если вкратце про страны Северной Европы, то их позиция по Северному потоку-2 скорее нейтральная. Они и не за, и не против. Самым активным участником среди стран региона является Дания, которая на протяжении нескольких лет оттягивала с выдачей разрешения на строительство газопровода в своих территориальных водах. Дания находится на границе между желанием экономического сотрудничества с Германией и сотрудничества в сфере безопасности США. Итого, даже если бы Дания отказалась, то это не поменяло бы планов Кремля. Просто трубопровод бы строили гораздо дороже в обход вод Дании. Северный поток-2 – это явный прецедент усиления геополитического влияния Российской Федерации в водах Балтийского моря, что не может не беспокоить Север. Для Италии, как второго после Германии потребителя газа из Российской Федерации, Северный поток-2 – это экономически выгодный проект. Правда, Рим обеспокоен повышением влияния Российской Федерации на ЕС. Большой интерес составляет проект Туркстрим, через который Италия может снизить объем импорта газа через газовые хабы Германии. Беспокойство Братиславы по поводу Северного потока-2 объясняется тем, что Словакия участвует в транзитной цепочке газовых поставок, проходящей по украинской территории. Пройдя через украинскую ГТС, газотранспортную систему, российский природный газ поступает в словацкие газопроводы и далее распределяется по Европе. На сегодняшний день доходы от транзита топлива приносят в словацкий бюджет порядка 700-800 миллионов евро ежегодно. После запуска проектов Северный поток-2 и Турецкий поток, объем украинского и, соответственно, словацкого транзита может существенно сократиться, если не будут найдены новые варианты использования газопроводов. Для Польши и стран Балтии Северный поток-2 – это риск прекращения поставок по трубопроводу Ямал-Европа, а также увеличение военного присутствия Российской Федерации в регионе,
регионе с причин защиты критической инфраструктуры. Отдельной трагедией для Польши является срыв проекта Ямал-Европа-2, который произошел после анонса строительства северных потоков. США в своей политике против Северного потока-2 это главный санкционер, если можно так назвать. Первый пакет санкций был принят законом о военном бюджете США в декабре 2019 года. Санкции были введены в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода, а также топ-менеджмента этих компаний. Далее санкции обрели неожиданный поворот. В январе 2021 года Байден записал в санкционные списки трубопрокладочное судно «Фортуна». В июне под санкции попало еще одно судно и активы фигурантов. Можно сказать, что блокировка суден было достаточно эффективным решением, что замедлило процесс прокладки газопровода минимум в 2 раза. Причинами санкций является геополитическое противостояние Российской Федерации и США за влияние в регионе. США бы очень хотелось увеличить поставки СПГ в газовые хабы Европы, а я бы очень хотел пригласить вас подписаться на канал и поставить лайк под этим видео. Дальше вас ждут больше видео про энергетику. Украинская ГТС – это в первую очередь предохранитель от российской агрессии. Украина для России была главным транзитером газа в Европу. Общая мощность ГТС на выходе составляет 146 миллиардов метров кубических газа. Для сравнения, общая мощность 2 северных потоков составляет 110 миллиардов. В последнюю декаду объемы транзита снижаются, особенно после старта строительства 2 северных потоков. За 2020 год доходы Украины от транзита составили 1,78 миллиардов долларов за 55,8 миллиардов метров кубических газа. Это как за один северный поток. Все, что остается у Украины сейчас, это обязательная бронь Газпрома на период 2021-2024 годов, которая составляет 40 миллиардов метров кубических. Меньше этой брони Газпром не имеет права прокачивать. Но вот что будет после 2024 года, остается туманным. В целом, Газпром всегда выполняет международные контракты, связанные с Европой. Но вот когда дело заходит о дополнительных мощностях, заинтересованности не возникает. Приведу в пример недавнюю ситуацию на европейских рынках газа. Несмотря на низкие уровни заполнения подземных газохранилищ в Европе и плановую остановку на ремонт магистралей Ямал-Европа и Северный поток-1, Газпром не спешит покупать выставленные на аукцион мощности точки транзита Суджи на границе РФ-Украина. Это означает, что цены и далее будут расти при пустых транзитных мощностях. Повышение экономического давления на транзитеров связано с идеей про повышение влияния на страны исключительной сферы интересов Российской Федерации, которые служат оборонным буфером между Российской Федерацией и Западом. Таким образом, Россия обеспечивает себе надежную защиту границ. Помимо целей безопасности, строительство Северного потока-2 для России это диверсификация путей поставок и снижение экономических издержек на транзит. Для Украины Северный поток-2 это потеря 2% ВВП. Точка безубыточности для украинской ГТС обозначенные в контракте 40 миллиардов метров кубических. Если прокачивать меньше, то ГТС будет генерировать чистые убытки. Без транзита ГТС превратится из наиболее прибыльного украинского актива в наиболее убыточный, вытягивающий из бюджета миллионы гривен на свое обеспечение и не приносящий никакой пользы. Вероятное развитие взаимоотношений Украины и РФ высказал Михаил Гончар, президент Центра глобалистики. Уренгой-Помари-Ужгород может произойти авария. Сейчас это основной экспортный канал в Европу. А потом придут к выводу, что газопровод неисправный и нам нет смысла использовать ГТС. Это, конечно, просто предположение, но вот недавно, 5 августа, была авария на заводе около города Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа. Российский монополист и далее заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа. И это, кстати, не первый случай, когда с помощью форс-мажора РФ продвигает свои интересы. Также не стоит забывать, что РФ не позволяет партнерам из Центральной Азии бронировать мощности украинской ГТС. Все-таки наличие Северного потока-2 и Туркстрима создает экономическую конкуренцию между украинским ГТС и новыми газопроводами. Вероятнее всего, плохую шутку с украинским транзитом сыграет фактор цены. Напрямую от РФ будет попросту дешевле, чем транзитом. Россия уже заключила контракт на 15 лет с Венгрией по поставке газа в обход Украины. На данный момент сертификация Северного потока-2 и его возможный запуск до ее окончания – это скорее неизбежная реальность. Сертификацию Северного потока-2 будет проводить Федеральное агентство по сетям Германии, начиная с 8.9 и по 8.01.2022 года, то есть 4 месяца. На самом деле, черт его знает, сколько она будет длиться. Германия может затянуть этот процесс, если, конечно, в силу не вступят форс-мажорные обстоятельства. Это, например, очередная авария по экспортным направлениям, дефицит и, конечно же, холодная зима. Важно понимать, какими последствиями может угрожать Северный поток-2 для Украины и стран Европы, которые не зарабатывают.
Если не быть бесконечными оптимистами, следует начать думать о том, как использовать ГТС Украины при почти нулевых объемах закачки российского газа. Конечно, если следовать риторике Российской Федерации, единственное, на что годится ГТС, это металлолом. Но есть и более очевидные варианты. Например, со слов Максима Немчинова, это создание газового хаба для поставок СПГ из Азии и США в Европу. В Украине огромные мощности для транзита и хранения газа, которые можно выгодно использовать для этих целей. Например, закупать газ летом, хранить его в Украине, а потом перегонять в Европу в зимний период. Недавно, кстати, шла речь о том, чтобы модернизировать порт Южный в Украине для швартовки и разгрузки американских газовых танкеров. Кстати, я уверен, что помимо этого в порт Южный можно успешно перенести все функции Одесского порта. Но об этом лучше почитать на страницах Ассоциации архитекторов Одессы. Ссылка в описании. В любом случае придется оптимизировать украинскую ГТС. То есть вывести до 60% компрессорных станций из эксплуатации. Иначе Украину ждет увеличение тарифов из-за непомерных расходов на содержание ГТС. Мы видим, что несмотря на свою адекватность с технической точки зрения, Северный поток-2 является огромным инструментом влияния Российской Федерации на европейский рынок и транзитные страны. Россия пытается непрямыми методами усилить свое влияние в Европе и получить индульгенцию на неоправданную агрессию в сторону Украины и стран Балтии. Если откинуть политику, то прокладывать такой дорогой газопровод по дну Балтийского моря нецелесообразно при наличии достаточных мощностей в Украине, Беларуси и Польше. Правда, борьба между странами за сферы влияния – эта штука непростая. В вопросе Северного потока-2 мы видим страны-бенефициары и страны, которые от этого проигрывают. Прослеживается раскол Европы на два лагеря и нарушение принципа солидарности, что негативно повлияет на дальнейшую судьбу Евросоюза. Очевидно, что тут нет вселенской морали, кто прав, а кто виноват. Это борьба за то, в чьих руках будут сосредоточены сферы влияния. На данном этапе нужно думать о том, что делать дальше, если Северный поток-2 и Туркстрим станут основными экспортными направлениями России, и о том, как это повлияет на баланс сил в регионе. С вами был канал Холиномика. Не прощаюсь.